Кошка, что сказал? Что? Ты же мелкий догонишь большого. Всем привет, и вы на канале Черничники, где семья живет в лесу. Так, планы на день у нас. В нашем хозкомплексе новом мы с Ваней краской для деревьев белим стены. Плиточник сегодня приедет. В нашем хозкомплексе в душевой будет ложить плитку. Валентина хочет приготовить с гусиной печени фуагру, такое ресторанное вкусное блюдо. Ну и все, вот так вот у нас пройдет день. Ну и, конечно же, уход за нашими животными. Слушай, если за тобой приедут, как они тебе на машине уже, ты в мешок с картошки не влезешь, как они тебя повезут? Пошли Зинку еще покормим. Утки по-прежнему ночуют на пруду, несутся где хотят, где я только яиц уже не находил. Наверное, половину находят, конечно, собаки, половина в сажалке топится, но пару штук мы находим на берегу всегда. А почему это происходит? Потому что это необычная утка, не пекинская, это утка индийский бегунок. Они выведены как яйценосская порода. Они несут аж 90 яиц в год. И походу они такие, как инкубаторские. Выплевывают их, у них очень слабый инстинкт насиживания, поэтому они не идут к гнезду. Вот то ли дело гусыня. Все время в одном месте. Пошли посчитаем, сколько у гусей сейчас яиц. Да тут уже куча. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. О. Подглядывают за нами. 6 яиц. Еще и куры пытаются им подкидывать. О, горячее яйцо, кстати, я вот это только что снесла одно. Вот. Пока не достаем. Очень надеюсь, что она нам высидит гуся. Я только куриные взял, я гусиные не брал, не брал гусиные. Пришлось готовиться к бою. Боец. Зинка, кушать тебе принес. Давайте Зинку откроем на целый день, и пускай целый день у нее будет открыто. Я думаю, Зинка, если уже поросята бегают по всему сараю, то пускай уже выходит немножко на сон. Зиночка, на тебе кушать, Зинка. Зинка, кушать. О, она проголодалась уже. Сейчас я съеду конфетнику. Так, 3, 6, 7. 3 белых и 4 черных. Вы, пацаны, рискнули, что сюда зашли. Зинка вам сейчас просто как хвосты подкусывает. Они думают, мы же здесь раньше жили, нас выселили мутковцам. Я думаю, когда этот поросенок останется один, он будет с малышами еще гулять с теми. Ему не с кем будет. С вьетнамцами. Так, бентамки, идите гулять. Идите гулять. Любят они.
Так к ним никто не идет жить, ни утки, ни гуси, ни павлины, ни индюки. Только овцы забегают, их грабят на зерно и все. Чуть-чуть покушайте, чуть-чуть. Если оставить, то сразу овцы у них забирают. Цыпольки, сегодня тепло, тоже выходите. Все выходите гулять сегодня, выходите. Давай, вот воду вам сюда поставим вниз. Зерно у вас забираю, потому что у вас все равно овцы его заберут. Сейчас у нас взрослых кахинхинов только такие пятнистые, как цветом роксов, голубые и черные. Все, только считай 3 вида. Но я уже положил под нашу квочку таких же золотых. И еще положил таких пятнистеньких. Поэтому уже осенью у нас уже будет видов 5 кахинхинов. И свои яйца продаем другим птицеводам. У других птицеводов получаем тоже новую кровь. Поэтому сейчас вот налегаем именно на кахинхинов. И у нас какой-то птичий хутор получается, да? Вот так вот уже получается наша душевая. Плитка огромная, 60 на 120. Потолок сложнее мазать. Ваня открывается поэтому стены, а я потолок. И вот этот свинарник почему-то, вот я смотрю, плесень на потолке, потому что мы влажными досками зашили, и здесь сыровато. Сейчас летом, конечно, это все просохнет. Сейчас плюс побелка. А побелка сразу наносишь, как будто не нанес. А через часа 2 белая высыхает. А ты видишь, что даже цыплята тебя не боятся? Они меня не видят. Я в маске. Мы когда начинали эту работу, то в магазинах этой краски для дверей, ну там много разных видов. Ну, постояла там по 2-3 баночки. А сейчас заходишь, у них тут целые поддоны. А нам сюда очень много этой краски идет. Наверное, литр 10. Я первый раз, наверное, штук 5 использовал, уже литр 10 взял. Да, видите, аж грибок аж пошел, синие доски пошли. Потому что мы их набили влажными.
Ну ничего, сейчас летом высохнет. И это северная сторона, сюда слабо поступает солнце, а мы двери не открывали зимой. Сейчас мы уже окошко двери открываем, чтобы оно проветривалось. Димка, оставляй Ваньку пока. Пошли посадим саженцы. А то они завянут, засохнут. Ты знаешь, я этого очень ждал. Когда ты меня заберешь с этого ада. Ваня, меня мама зовет. Подожди меня здесь. Я скоро приду. Мы вчера были в городе. И Валентина так тихонечко под шумок, пока я мыл машину, сходила саженцы купила, 4 штуки. Рвалась за 5-м саженцем. Я не пустил. Говорит, персика еще хочу, персика. Я говорю, хватит уже. И вот они уже у нас лежат, пролежали целые ночи, день, считай, на огороде, просто прикопанные землей. Надо посадить. Когда мы только переселились в это место в лесу, нам приходилось свою машину прятать глубоко в лес, чтобы баранчики, ягнята не запрыгивали на капот, чтобы индюки не запрыгивали на крышу, не царапали. А потом, когда мы выезжали из леса, то машина была вся в ветках каких-то, в листьях, в нектаре пчел. А теперь прошло 5 лет. И у нас есть один гараж на одну машину, один гараж на 2 машины, и еще навес для машины есть. Получается 4 машиноместа. Пойду поищу себе новое авто на Дроме. Почему на Дроме? Потому что на Дроме более 700 тысяч объявлений о продаже автомобиля. А еще на Дроме много объявлений от собственника, от реальных и проверенных владельцев. Продать там автомобиль будет несложно. Я считаю, что это один из самых удобных ресурсов о продаже автомобилей. Давайте сейчас проверим, сколько стоит мое авто. О, минусы. Электроника виснет, системы глючат, дворники. Сервисы неохотно делают. Слабое место электроника. Ого. Объявление по продаже авто можно разместить просто одним кликом. Просто отсканируйте СТС на Дроме, и он сам автоматически заполнит поля в объявлении. По всем параметрам. Просто и удобно. Ссылка на Дром будет в закрепленном комментарии, чтобы вы могли найти для себя подходящий автомобиль. А может быть, продать свое авто по хорошей цене, не тратя на это времени и сил. За авто иди на Дром. Вот они, наши деревья, прикопанные, всю ночь лежали. Что это у нас? Все подписано. Яблоня. Ну, это понятно, что яблоня. Вот это я сразу же вижу, что это черешня. Да. Продавец все пообрезал. Это у нас что? Там написано. Груша. А это у нас виабразь Слива. слива. Вот, 4 дерева. Пошли, посажуйте их. И персик, наверное, не влезет, Валь. Ты еще не считал. Ну вот, 4 дерева на 11 метров длины. Я хочу 5. Он сказал, что они растут в высоту примерно 2,5 метра, да? Кстати, продавец сказал, что первых 5 лет ни в коем случае не белить деревья. Я первый раз такое слышу. Сказал, говорит, сразу прирост остановится. Говорит, первых 5 лет надо их пожалеть. Говорит, кора полопается из-за того, что белите. Ну вот, смотри. Сейчас я вот посчитаю тебе. Я вот беру дерево. Да. Ой, они так сюда идут? Вот так вот посажу тебе, вот так вот. Да. Ну вот, надо по центру каждого вот это вот делать. Оп, здесь одно. Потом раз, два, здесь одно. Ага. Раз, два, здесь одно и здесь одно. Вот у нас 4 секции. А тогда между ними какие-то кустики надо посадить чего-нибудь. Невысокие. Нет? Крыжовника. Да. Ну там уже поговорим. Ну вот так вот. Да? Я согласна, да. Я на этом здесь. Что самое низкое, давай посадим туда на угол, потому что там будут лазить животные. Да тут везде все будут лазить.
Все, садим. Никогда не думал, что здесь деревья будут. Но, с одной стороны, здесь даже лучше деревья, что Валя меньше в огороде сидел. Потому что здесь нужно засыпать это землей. Ну да, мы забора было немножко больше, чем мы чернозема сюда навезли. Поэтому будет сад. Будет такой маленький сад. Ну, посмотрим, что из этого выйдет. Да, Дима сказал, что в лесу сада не может быть. Не может быть. Сюда на бок тогда яблоки посажу тебе. Кстати, тут он рассказывал, вот прищепка, значит прищепка с этой стороны, южная сторона, закапывать вот постолько. Тут столько правил, вот так вот, значит, все. Да, Да? Что Да. это за дерево, Валь? яблоня. Какая-то летняя, сладкая, на костыльку похожа. Но видишь, он наклейку забыл наклеить, название. Ну и ладно. Пока первое яблоня попробую, что уже и... Вот. Я ему сказала, если что, я вам назад занесу. Отдам, если будет невкусно. Ты можешь. Главное, экскаватор заказать, чтобы... Чтобы выкопать ее, да? Помню, пару лет назад Дима говорил, птицы на хуторе не будет. 2 теплицы не будет. Сада тоже не будет никогда. А баня вообще нам не нужна, а бани тоже не будет. Что тебе еще не надо? Мне много чего не надо, все, я даже не буду говорить, а то получается почему-то всегда все надо, как и всем людям, все надо.
Собаки загнали кота на дерево и сидят здесь целый день. Киса. Что ж ты к себе не привыкаешь, а? Вот тебе колбаса, только славь. Так, Айза, ты мне кота не трогай, получишь у меня за кота. Я вот здесь колбасы оставлю, пускай слазит, кушает. А он не дает коту привыкнуть к нашему дому. И все, гоняют его по деревьям только. Слазь, пошли. Вы пошли, не бойся этих собак. Айза, за кота я тебе дам. Пошли. О, Джинка, Джинка, иди сюда. Джина, иди скажи коту, что здесь безопасно. Так, Айза, ну-ка пошли быстро отсюда. Пошли сюда, не ходи больше. Пошли. Похож на этого сосок в Малиновке. Их ты мой кабанчик такой. Все, овчарня высохла. Что осталось, чтобы завести овечек? Что осталось? Розетки, включатели, соломки насыпал и заводи овец сюда с козами, да? Да. Так, на свинарнике пошли посмотрим. А это свинарник. Доски побелели немножко. Вот. Но видно, что вот здесь я до этого, где лампочка, 3 раза наносил краску, а здесь 1 раз. Не буду даже 3 раза наносить, пойдет. В следующем году мы опять побелим. В любом случае, каждую весну эти помещения должны белиться. Вот каждую весну после зимы.
ночами еще у нас немножко морозики, поэтому раз в 2-3 дня протапливаем печь. Опять же, мусором. Это картон от плитки керамической и остатки дерева, то что делаем гнезда. О, уже будет ночью тепло. У печки от горения дров самое лучшее КПД. Газ и электричество такое тепло не дают. Шурупы на исходе. И в магазин не поедешь далеко. Ну чуть-чуть ли не бэушными. Собирал все, что дома были. О. Маленькие не подходят. Надо тут как минимум где-то 4,4, это на минимум 7 крутить. Я надеюсь, хватит нам на наши гнезда этих шурупов. Так, тут всего лишь сантиметр будет закручен. Маленький, коротковатый. Что делать, друзья? Я в магазин не могу ехать. Этот вообще насквозь. Редиску уже примерно через недельку будем кушать. Но, Валентина, в другой теплице уже что ты хочешь посадить? Огурцы? Да. Я посадила для испытания в стаканчике 6 штучек. Но если не будет, я потом таких насажу. А может будут А это будет теплица специально для огурцов или для перцев? совместно. А там помидоры? Да. Просто помидоры, они любят, чтобы их под корень поливали. Да, на листья нельзя их поливать. А огурцы можно и сверху, и перцы можно сверху, любят влагу, сырость. Поэтому лучше их в отдельных теплицах держать. Вот это Валентина сама 2 теплицы делала. Я даже зашел, аж удивился. Сама, все сама. Да, я все сама делаю. Щеки красные. Я только отвлекся, уже теплицы готовы. Ты же сказала, я ничего не буду успевать. Что успеваю? В этой теплице бентамки выросли. Тут будет удобренная почва. Здесь огурцы будут с размером с этого по локоть. Даже запах навоза. Но. Да, они здесь вот жили, удобряли. Вот эти цыплята уже никогда в старые комплексы не пойдут. Будут в новом жить. А здесь что ты собралась садить уже? У меня еще много всего. И щавель надо садить, и фасоль надо садить. Всего. А ты заметила, что мы еще не запустили хозкомплекс? Еще не включили электропастух. Но все животные сейчас находятся там, где они будут жить. То есть свиньи, козы, овцы, куры. Все в электропастухе. Никого нету возле старого сарая. Все тут. Вот хозкомплекс у нас. А здесь в лесу, ну вот так вот кусты. И прям в кустах я видел, серая индюшка неслась. Вот яйца. Закопанные листьями, вот их сколько. Пока что эти яйца не нашла ни Найда, ни ежики, ни хорьки. Ну пусть лежат. Может, если сядет, мы их потом в сарай перенесем. Закопать, чтобы собаки не нашли. Вот так вот. Их так и не видно. О. Свиньи могут еще найти. Ладно. У нас всегда в начале весны индюки несутся вот так вот по лесу, по кустам. А уже летом их здесь находят, и кто-то трепет. Я не знаю, кто-то вот в прошлом году несколько раз индюков
наверное, ежики. А сейчас вот весной никогда с ними ничего не происходит. Нам осталось гнезда сделать еще в этом курятнике. И уже ребята не приедут, братья. Занести будет некому. Поэтому вот это уже ставим прямо вот рядышком, чтобы потом мы с вами просто подвинули и все. Ну, вот пока что мы вдвоем несем. Давай, будем потихонечку подносить. Уже последнее, чтобы уже на месте делать. Дима, что мы с ними будем делать? А как он залез сюда? Я не знаю. Я уже сегодня их целый день выгоняю. Куда они залазят, я не знаю. Может, давай их или в объявление дадим, или убьем, или что с ними. Я не убийца петухов. Ну так там они петухи. Они мне покопают. Я сейчас все посажу, они сейчас все покопают. И что, мы будем так кур бегать гонять? Кыш пошел! Я тебе там, а ну петушара ты. Давай сейчас в рекламку их дам тогда, что делать? Две же кахинхины, он ни сверху, ни снизу кахинхин не залезет, потому что он тяжелый, он не может взлететь, и он большой, он не может пролезть под низом. А эти бинтамки лазят, видишь. А ты маленькие теплицы со спанбонда в этом году уже и ставить, походу, не будешь? Всё, у меня будет 2 большие теплицы. Маленькие мне не нужны. А, так мы время, получается, сэкономим? Да. Мгм. Ну вот мне самому интересно, это считай март месяц, ты огурцы высаживаешь в теплицу, где нет подогрева. Но я под банки. Под бутылку. Так я не понял, у тебя что, так много пространства, что ты на 6 огурчиков пол теплицы заняла? А я потом досажу. Я эти хочу, чтобы они могут и погибнуть. Могут быть вот такие маленькие листики плохие. То есть ты просто эксперимент, да? Угу, угу. Много воды, чтобы они не завяли. Я когда-то слышал, что огурцы это то растение, которое не любит пересадку. Да, не любят. Поэтому сейчас у тебя хоть один примется, будет нормально. Мы его так подвяжем и в один стебель пустим, и все. А новых насадим сюда, когда потеплеет. Потому что сейчас еще холодно, ночью холодная. Вот так мы их под банку. А, то у них будет двойная защита. И в теплице, и еще и тут под банкой.
последний шанс этим бинтамкам. Может, они еще вот здесь вот снизу пролазят. Сейчас здесь дерн заложу себе. Здесь по-любому залазит. Если они сверху перепрыгивают, то это ничего не даст. Один раз в год мы украшаем крест перед Пасхой. Как быстро пролетел год, да? Да. За год все разбросано, все потускнело. Белка хотела съесть, видел? Ну, думает, зелененькая.
Ты знаешь, может эта голубая ель даже и вырастет. Смотри, почему ее не ест овца, белка, почему косули с леса, которые здесь и лоси с оленями ходят, ее не едят. Может она какая ГМОшная? Ну а что, она голубая, искусственная, почему ее никто не ест? В лесу эти елки сразу съедают, а тут даже никто не попробовал. Когда тебя уже заберут, а? Хрюнделя такого. Любит массажики. И жалко тебя отдавать, но ты ж перерыл нам все. Ну оставим мы тебя, вырастим, а потом тебя как солидола кто-нибудь пристрелит и все. Да улыбаешься. Все, массаж окончен, беги.
Плиточник уехал и приедет аж через недельку. Пошли посмотрим, что на сегодняшний день мы имеем тут. Это будет такая, типа, зашел, типа квартирка-студия. Здесь будет кухонка стоять, здесь рабочая зона, тут мойка, здесь варочная, здесь такая летняя, и здесь холодильник. Вот, это уже скина такая. То есть здесь снизу кухня, сверху шкафчики. Вот. А уже здесь диванчик, здесь шкаф. Все, и зашел в ванную. То есть такая независимая в хозкомплексе квартирка получится у нас. Потому что у нас домик на дереве, мы думали, что он будет гостевым домиком, но там не хватает душа, туалета, ванны. И даже вот если приехала две компании, одна компания здесь, вторая домик на дереве, но придут уже, помоются сюда. Ну и вот, вся ванна будет белая, а здесь зона душевой такая темная. И из этого же темного будет умывальник сделан. То есть вот умывальник, там где вода текет, то будет такая. Здесь тропический душ, здесь стекло. Все понятно, ясно, правда? И подоконник мы выдрали отсюда пластиковый. В магазине продавец нам посоветовал, говорит, так, вы всю ванну сделаете красивой плиткой, и говорит, у вас вот все будет в плитке, и только пластиковый подоконник торчать. Говорит, я себе так сделал, а потом, говорит, все время в глаза кидалось, и поэтому здесь тоже плитку сделаем уже. Ну, как всегда, что-то дорабатываем. Как в любой стройке, надо что делать, потом переделывать. Но я уже уверен, что уже сказали, что абы что, некрасиво, какая-то черная плитка. Ну да, так всегда. Поэтому недоделанную, недостроенную работу нельзя показывать. Ну, а кто-то уже нафантазировал и представляет, что это будет красота. Я, например, вижу, что это будет красота. Вот это, как этот, будешь мыться в каких-то скалах. Я, наверное, даже здесь буду мыться всегда. Сразу же с Ваней задвинули. Получилось у нас тут 16 гнезд, да? И тут 16 гнезд. Но, как вы видите, все равно утки несутся в воде, индюки несутся в лесу, а в овчарню и свинарник тоже, когда поставим с вами включатели, розетки, я уже Саше электрику позвонил, тогда можно будет уже потихоньку их сюда загонять, приучать.
А сейчас Валентина будет готовить, я ее попросил. Блюдо называется фуагра. Готовится из жирной прижирной гусиной печени и джема. Вот я люблю сочетание мяса со сладким. Вот кто любит, например, мясо с ананасами? Очень вкусно. И также вот это вот печень с таким джемом. Ну, вообще сюда надо специальная печень гуся, откормленного принудительно, там всякой кукурузой. Гусь не хочет кушать, но его заставляют. Тут утиная печень, но она, конечно, не до такой степени жирная, но... Тоже будет очень вкусно. Где мы будем гуся искать специально? Гуся жалко. Но наш только заглядывает и думает, когда-нибудь на этом столе окажусь я. Тогда это будет честь для меня. А индюк думает, а я чур хочу в суп. Джина вообще ни о чем не думает. Кстати, только что кота видели. Сидит на сарае, прям на крыше. Так что, может быть, мы когда-нибудь этого кота приручим. Валя говорит, поймать его Нужно надо. поймать и домой завести. Познакомиться с ним, погладить его, чтобы он нас не боялся. Если он нас не будет бояться, он не будет бояться собак. А так он всего боится. Он думает, его все убить хотят. Кошелек свой взяла? Зачем? Кажется, что сейчас официант принесет счет, и у нас денег не хватит. Ресторан дал, спасибо.
Это вообще будет печень со сладким, это просто шикарно сочетается. Ну и надо чуть-чуть, много не надо, да. Сладкого? Не знаю, еще банку варенья съел бы с ней. Шикарно. Котел на этом месте как перенесли, так еще и еду не варили ни разу. Сейчас в основном сухой корм ели. Надо наварить. Все, сейчас попробуем.
упал от овец вниз с сеновала. И я его принес домой. Ну что, будем приучать? Не пусть, что зеркал никогда не видел в стекло. Так, все. На всех шипит. Джина, пчелка, вас будет теперь то ли кот, то ли кошка. Кто-то здесь будет жить. Киса. Он мне сейчас помнет там все. А я тебе говорил. Киса, не надо туда бежать. Джина, пчелка, идите на улицу. Киса, не бойся. Джина, пчелка, иди на улицу. Это он рычит или не на него? Я не знаю. Не бойся, киса. Киса. Кушай колбаску, я тебя сам боюсь, на. Кушай колбасу. А ты вообще мальчик или девочка? Он меня так смотрит, что мне кажется, что он мне в лицо вцепится сейчас. Ох, он и дикий, конечно. Ну, считай, неделю живет в нашем сарае, никуда не уходит, может взять вот жить. Киса, не бойся. Потусуйся здесь, ко всем привыкнешь. И все, киска, киса. Будешь Бася. Знаешь, что самое смешное? Я его 10 минут назад тоже Васей называла. Да? Ну, потому что кот Васька. Да. Или так не называют котов. Так а как мы с тобой так мы вместе попали? Я не знаю. Я сижу такая, ну что, Васька, будешь жить у нас. Васька подается к других кошек. Или это кошка? Васька. Это ж пчелка рычит. Да? Ну, пчелке не нравится Василий. Как на улице, так ходила, его обнюхивала, да? На улице он на них рычал, а сейчас рычит на него. Все, пускай Давай, тусуется. может, их выгоним, чтобы он тут один остался. Давай, чтобы он безопасно себя чувствовал. Так, Джина, пчелка, а ну идите на улицу. Пчелка так надулась. Давайте быстро на улицу, тут нормальные коты живут, они мышеловы. Все. Пускай, все. Здесь Вася живет теперь. Мышей ловить. Так тут скажем, кто не ловит мышей.